Зеленский назвал Путина лидером. Громкое обращение к Москве, Западу и украинским мужчинам за рубежом. Детали. Депутатов и Путина в тюрьму за предательство России и провал операции. Кто предрекает судьбу Милошевича людям из Кремля? Заявление из России. США воодушевлены действиями РФ. Путин заканчивает войну. Заявление представителей Трампа перед новым раундом переговоров Киева и Москвы. Детали. Выстрел в сторону гражданских. Военком открыл огонь против мирных во время украинской мобилизации. Зеленский впервые заговорил о бусификации. Конец энергетического перемирия. Украина выходит из темноты. Серия загадочных взрывов в Иране. Трамп ликует. Масштабная операция ФСБ в стране НАТО. Германия остается без газа, а в России заявили о введении режима чрезвычайной ситуации. Что произошло? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Выстрел в сторону гражданских. В Украине занимаются расследованием потасовки военкома с жителями Житомирской области, в ходе которой человек в камуфляже сначала ударил мужчину, а после взялся за пистолет. Все происходило на глазах полиции и под объектив камеры. В полиции заявляют, что представитель ТЦК во время мобилизационных действий стрелял из стартового пистолета. Судя по кадрам, такого не ожидал даже полицейский, который находился рядом. Он бросился отнимать пистолет, а местные жители призвали забрать человека в форме в психиатрическую больницу. Вот что пишет полиция об этом событии. Полицейские сектора реагирования отдела полиции номер 1, находившиеся на месте происшествия, прекратили конфликт. Ни одному гражданскому лицу телесные повреждения причинены не были. Все участники происшествия установлены. По данному факту в настоящее время проводится проверка, в рамках которой будет дана окончательная правовая квалификация произошедшего. В то же время в украинских соцсетях обсуждают фрагмент заявления митрополита Волынского и Луцкого ПЦУ, который на мероприятии, посвященном 118-й годовщине боя под Крутами, заявил, что это позор, когда украинцы борются с ТЦК. Ведь будущее Украины – это милитаризованное будущее, и ради независимости и свободы необходимо мобилизоваться. Зинкевич признал, что есть люди, желающие воевать, и не желающие. Именно поэтому мобилизацией занимается государство. Это большой позор, когда украинская нация борется с ТЦК. Позор. Кто такие ТЦК? Что такое ТЦК? Кто эти люди в ТЦК? Это определенные государством конкретные лица, задачей которых является собирать войско для защиты Украины. Вот что такое ТЦК. О бусификации впервые заговорил и Зеленский. 30 января он заявил, что поручил министру обороны Федорову решить проблему этой бусификации. Как именно, не уточнил. Депутатов и Путина в тюрьму призвал отправить российский депутат из Самары. За такие призывы теперь сам будет отвечать перед законом. На него завели дело. Он призвал Путина остановить войну, а местных депутатов покаяться и признать провал российской операции. На члена Демократической партии России 69-летнего Григория Еремеева составили протокол по статье о дискредитации армии. Материалы дела уже в суде, но дата заседания пока не назначена. Резонансное антивоенное выступление Еремеева прозвучало в конце декабря 2025 года на заседании Самарской областной думы. После этого руководство думы написало докладную в органы, чтобы полиция проверила высказывания Еремеева. Сам Еремеев считает все обвинения необоснованными. Чтобы незамедлительно прекратить войну в Украине, депутаты должны разделить с президентом Путиным ответственность за провал СВО. А конкретнее, за недостижение заявленных целей СВО в течение 4 лет. Путина ждет судьба Милошевича. Второе громкое заявление из России. В сети также обсуждают заявление того, кого Запад пытался отправить за решетку, но это сделала Россия. Приговоренный за публичные призывы к экстремизму Гиркин, находясь за решеткой, считает, что россияне не простят Путину ошибок. Энергетическое перемирие он назвал требованием, замаскированным под просьбу Трампа, закрытые переговоры участием в договорняках. Именно поэтому он задает вопрос Кремлю, на что рассчитывает Путин. На что рассчитывает наше руководство, я, честно говоря, не вполне понимаю. На прощение? Не будет его. На примирение? Не будет его. Все закончится, как с Милошевичем. Теперь это уже совершенно очевидно. Противник просто тупо тянет время в расчете на то, что в войне на измор выиграет он. И все. Никаких следов внешнего или внутреннего вмешательства. В Украине ликвидировали последствия масштабного блэкаута, который произошел накануне. События назвали системной аварией. Регионы страны вернулись к плановым графикам отключения света. Самой сложной ситуация была на севере. В
центре, востоке страны. Под ударом также оказалась Одесская область. Причина тотального погружения во тьму, которая парализовала страну, это авария на 2 линиях между Румынией и Молдовой, а также на территории Украины. Утром произошли 2 аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом. Это привело к каскадным отключениям в 7 областях страны. Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. По предварительным оценкам, это произошло из-за обледенения линий и оборудования. Тяжелая ситуация и в Киеве. Без отопления там оставалось почти 2500 домов по состоянию на вечер 31 января. Некоторые дома пока непригодны для жизни. Многоэтажки без воды, света и канализации. Я не знаю, получится у нас или нет. Или мы прощаемся с нашим домом, нашими квартирами и идем замерзать где-то в лесу. У нас нет другого выхода. В России также заявляют о режиме чрезвычайной ситуации. Без отопления остался город Бодайбо Иркутской области. Более 100 жилых домов фактически замерзают. Температура в некоторых квартирах упала уже до +7. По данным властей, проблемы с теплоснабжением начались из-за перемерзания водовода. Чтобы отогреть обмороженную магистраль, в Бодайбо круглосуточно работает спецтехника. В городе экстренно развернули пункты обогрева, организовали подвоз воды. Как пишет Россми, большую помощь оказывают волонтеры и местные золотодобывающие компании, которые помогают техникой, водой, питанием и обогревателями. По факту масштабной коммунальной аварии возбуждено уголовное дело. Сейчас в городе стоят 30-градусные морозы, а ночью столбик термометра опускается до -40. Принято решение о вводе режима чрезвычайной ситуации. В результате обледенения водовода, холодной воды, установлены 4 котельных, пытаются, пропарить и оттаять именно этот участок. Пройдено уже порядка 500 метров. Тем временем в российском Мурманске и стратегическом Североморске, где базируется ВМФ России, полностью восстановили подачу электроэнергии после аварии на линии электропередач. Об этом сообщил губернатор региона Чибис. Проблеск надежды дают замерзающему Киеву мирные переговоры. Так о встречах России, Украины и США пишет издание The Economist. Однако существенного прорыва ожидать как минимум до марта не стоит, пока не завершится зимнее наступление России, говорится в материале. Тем не менее, про двусторонние переговоры между Киевом и Москвой, которые по заявленному графику должны пройти уже 1 февраля, издание пишет следующее. Переговоры 1 февраля могут дать подсказки о намерениях Путина. В частности, готов ли он смягчить требования, чтобы Украина сдала хорошо укрепленные районы Донбасса, которые все еще находятся под ее контролем? 1 февраля закончилось и заявленное энергетическое перемирие. По заявлениям Пескова, Путин давал согласие на прекращение ударов только до 1 февраля, в то время как в Киеве считали началом этого перемирия 30 января. Ведь именно тогда Трамп объявил о телефонном звонке Путину и его договоренностях с ним. Зеленский в то же время обратился к Западу. В интервью чешскому телевидению он дал понять, если не помогать Украине, Украина может не выдержать и пасть, и тогда Россия пойдет дальше. В своей речи он ответил тем, кто может не верить в эту версию, вопросом, а зачем это проверять. В то же время Киев вновь дал понять, открыт к любому формату переговоров с Россией и, главное, с Путиным. Его Зеленский в интервью назвал лидером России и призвал Трампа и Путина к встрече, обсудить вопрос территорий. Как минимум, мы должны иметь возможность в том или ином формате иметь контакт с Российской Федерацией, с лидером России. Без такого формата, на мой взгляд, из того, что я вижу, наши команды не смогут договориться относительно территориальных вопросов. В этом же интервью Зеленский косвенно обратился и к украинским мужчинам за рубежом. Он признался, что европейцы не хотят лично призывать этих мужчин возвращаться домой на фронт, а поэтому об этом может говорить он. Также заявил, что по-разному относится к мужчинам, выехавшим за границу, подчеркивая, причины у людей разные, от бегства от войны до тяжелых личных потерь и психологического надлома. Зеленский отметил уважение к тем, кто остался и удержал страну, и признал, что армии остро не хватает людей. Он добавил, что возвращение молодых мужчин призывного возраста из-за рубежа могло бы облегчить нагрузку на фронте. Я бы очень хотел помочь тем военным, которые сейчас на фронте и у которых из-за нехватки людей иногда нет ротации. Было бы справедливо, чтобы у них была возможность отпуска, увидеть родных, отдохнуть, вернуться в объятия семьи. Это дает энергию. Я думаю, что те ребята, которые уехали, могли бы помочь. В то же время переговорщик Путина Дмитриев уже провел встречи с американской делегацией. Кушнер, Уитков и Груенбаум встречали его во Флориде в субботу, после чего заявили о том, что воодушевлены, как Путин пытается закончить войну.
Мы очень воодушевлены этой встречей и тем, что Россия работает над достижением мира в Украине, и выражаем благодарность президенту США за его ключевое лидерство в стремлении к прочному и долговременному миру. Дмитриев в своем твиттере уточнил еще, что Москва и Вашингтон выстраивают экономические связи. Конструктивная встреча с американской делегацией по мирному урегулированию. Также состоялось продуктивное обсуждение работы экономической рабочей группы США-Россия. Брюссель срочно собрался на тайные переговоры, думает, как надеть на Трампа смирительную рубаху. После угроз экономической расправы, публичных унижений и атак на европейские ценности, лидеры ЕС собрались на экстренный ужин, который затянулся до утра, сообщает Нью-Йорк Таймс. Главная тема – как выживать при стремительно разрушающемся союзе с США и навязчивом интересе Трампа к Гренландии. По данным издания, Европа раскололась в подходах. Премьер Италии Мелони призвала не рвать диалог с Белым домом. Канцлер Германии Мерц потребовал срочно ослабить регулирование и снизить экономическую зависимость от США. А президент Франции Макрон настаивал, уважение Трампа можно заработать только готовностью бить в ответ. Итог переговоров лидеров ЕС следующий. Внешне сохранять хладнокровие и параллельно готовиться к худшему сценарию отношений с Вашингтоном. План заключается в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций Трампа, угрожать ответными тарифами и, что особенно важно, втихую работать над снижением военной и экономической зависимости Европы от все более ненадежного союзника. Масштабная спецоперация ФСБ в стране НАТО. Польша заявляет о вторжении без танков, ракет и беспилотников. Речь о кибератаке во внутренние системы страны. Варшава обвинила Москву в масштабном ударе, за которым стоит Федеральная служба безопасности России. В Польше уверяют, российские специалисты просчитали все максимально точно и нанесли удар по 30 объектам возобновляемой энергетики, промышленном предприятии и теплоэлектроцентрали, которая обеспечивает теплом почти 500 000 человек. В разгар морозов и снежных бурь, которые уже назвали нетипичными для региона. По данным польской команды экстренного реагирования на компьютерные инциденты, атака носила чисто разрушительный характер. Ее сравнивают с поджогом. Целью было необратимое уничтожение данных на критической инфраструктуре. В отчете атака связывается с хакерской группой ФСБ, известной как Berserk Bear и Dragonfly. При этом независимые аналитики из международной компании в сфере кибербезопасности допускают, что за операцией могла стоять и российская военная разведка, не исключая участие сразу нескольких групп. Москва уже реагировала на заявление Варшавы, там подобные обвинения отвергают. Целью атаки было необратимое уничтожение данных, хранившихся на устройствах теплоэлектроцентрали. Однако программное обеспечение безопасности заблокировало эту часть атаки, говорится в документе. Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии. Серия загадочных взрывов в Иране. 5 человек погибли, более 10 ранены. Рвануло в один день, но в 2 разных иранских городах. По официальным данным, предварительная причина инцидента и в первом, и во втором случае – утечка газа. Также в сети появились кадры места взрыва, на которых видно, что мужчину, предположительно в форме ксир, уносят на носилках. В то же время ряд изданий опровергает сообщение, что это целенаправленная спецоперация и атака против представителей ксир со стороны Америки. В этот же день главком армии Ирана Амир Хатами предупредил Трампа, любая ошибка со стороны США непременно поставит под угрозу безопасность самих Штатов, Израиля и всего региона Западной Азии. Он отметил, что вооруженные силы Ирана находятся в полной оборонительной и боевой готовности. Тем временем Трамп перепостил публикацию о взрывах в Иране. Тегеран в эти минуты. Ксир в панике полностью обделались, говорится в репосте, опубликованном президентом США. А Тегеран снова обвинил Трампа и Нетаньяху в разжигании недавних антиправительственных протестов в Исламской Республике. Будь то Трамп, будь то Нетаньяху, будь то европейцы, все они стремились спровоцировать, посеять раскол и вооружить людей. Они увлекли за собой часть невинных людей, вывели их на улицы и подстрекали, внушая, что эту страну нужно разорвать на части, чтобы посеять конфликт и ненависть среди народа, создать раскол. Али Шамхани, старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаминеи, в субботу предупредил, что ответные меры Тегерана на любое нападение на Иран не будут ограничиваться масштабами, а также будут включать нападения на глубинные структуры израильского режима, сообщили государственные СМИ.
Удар по критической инфраструктуре Германии. Немецкие газохранилища стремительно опустошаются. Сейчас они заполнены менее чем на 34%. И это антирекорд за последние несколько лет, сообщает Bild. Виной всему сильные морозы в Германии. Отопление по всей стране работает на пределе. Союз газовой и водородной промышленности ФРГ бьет тревогу и призывает правительство Мерца уже готовиться к следующей зиме. При текущих прогнозах погоды и нынешней загрузки СПГ-терминалов уровень запасов газа может упасть до критической отметки в 10%, говорится в материале. Однако у Мерца пока не видит необходимости в срочных мерах. Утверждают, что с газоснабжением все в порядке. Эксперты отрасли предупреждают, настолько низкие запасы газа в последний раз фиксировались в кризисном 2022 году после прекращения поставок российского газа из-за войны в Украине. В отличие от ситуации 4-летней давности, сейчас в распоряжении страны есть терминалы сжиженного природного газа, СПГ, в основном из США и Норвегии. Однако уровень заполненности традиционных газохранилищ все равно остается опасно низким, предупреждает глава Союза газовой и водородной промышленности Тим Келлер. Громкий коррупционный скандал в Казахстане. Арестованы сразу несколько топ-чиновников. Против них возбуждены уголовные дела. Под следствием глава управления пассажирского транспорта и автодорог Восточно-Казахстанской области. Его подозревают во взяточничестве в особо крупных размерах. Как заявляют в Комитете нацбезопасности страны, злоупотребляя своей высокой должностью, главный транспортник обогатился почти на $270 тысяч. Установлено, что он регулярно получал взятки от представителей дорожно-строительных компаний и автобусных парков. Так называемые вознаграждения чиновник хранил у себя дома, их обнаружили в ходе обысков. Также на скамье подсудимых руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования этого же региона. Он брал конверты с деньгами за помощь в прохождении учителями государственной аттестации. Друзья, вновь и вновь всем говорю вам спасибо за вашу поддержку, хороших новостей, дня и настроения. И до встречи уже завтра.